Всем привет, с вами Анатолий и вы на канале T-Stone. Сегодня я хочу рассказать вам про минерал, название которого ассоциируется одновременно с безмятежностью и со стихией воды, которая не подвластна человеку. И как вы уже поняли из названия ролика, речь пойдет про аквамарин. Я расскажу вам, почему он ценится ювелирами, где он добывается и какая страна считается лидером по добыче аквамарина. И пока мы не начали, как обычно, вначале попрошу вас подписаться, поставить лайк и включить колокольчик, чтобы не пропустить еще больше интересных и познавательных видео. Загадочный, многоликий, многогранный аквамарин окутан множеством тайн. Древние шумеры считали, что аквамарин дарует своему владельцу долголетие, продлевает молодость и приносит счастье. Он служил оберегом для моряков Древней Греции и Рима. По одной из легенд, этот благородный минерал подарил мореплавателям сам Посейдон. Моряки считали, что в нем хранится частица души моря. Отправляясь в плавание, они обязательно брали с собой кристалл, приписывая ему способность усмирять морской шторм. По другой красивой легенде, один моряк ушел в плавание, и его возлюбленная сильно тосковала. Каждый день приходила на берег моря и плакала. Слезы касались морской пены и превращались в необыкновенной красоты кристаллы голубого цвета. Спустя какое-то время самоцветов стало настолько много, что ими заинтересовались русалки, которые пообещали девушке вернуть возлюбленного в целости и сохранности в обмен на эти драгоценные камни. С тех пор считается, что аквамарин – это сокровище русалок, помощник влюбленных и покровитель моряков. Своим названием этот самоцвет обязан Плинию Старшему, древнеримскому мудрецу и писателю, который, описывая камень, сравнил его цвет с застывшей морской водой. Аквамарина буквально с латинского означает «морская вода». Аквамарин – это действительно уникальное чудо природы, ближайший родственник зеленого изумруда и розового марганита. Он рождается глубоко под землей в виде прозрачного кристалла берилла. Под воздействием влажности, давления и высоких температур в структуру самородка проникают ионы железа и окрашивают камень в мягкие голубоватые цвета. А полная химическая формула вот такая. Оттенки минерала могут варьироваться от практически прозрачного, небесно-голубого до насыщенного синего. Наиболее ценными считаются ярко-голубые камни весом свыше 3 карат, без трещин и включений. Аквамарины с эффектом астеризма или кошачьего глаза встречаются редко и обладают особой ценностью. При нагревании до 400 градусов Цельсия яркость и насыщенность существенно увеличивается, что используется для облагораживания камня. А вот под солнечными лучами этот минерал выцветает и бледнеет, приобретая желтоватый оттенок. Поэтому не стоит одевать украшения с аквамарином, если планируете длительные прогулки под солнцем. Некоторые кристаллы аквамарина достигают рекордных размеров. Однажды в бразильском штате Минас-Жерайс нашли самородок, который достигал около метра в длину и весил 47 килограммов. К сожалению, минерал при извлечении из горной породы раскололся на 3 части. Обломок, который весил 27 кг, был отправлен в Германию к художнику-ювелиру Бернду Манштайнеру. На протяжении нескольких месяцев он изучал структуру минерала, чтобы при огранке и полировке сохранить его индивидуальность. Кристалл огранили в виде обелиска и передали на хранение в Смитсоновский музей естественной истории. Сейчас это самый большой когда-либо ограненный аквамарин, который называется Дом Педро и весит 10 363 карата, а это чуть больше 2 килограмм. Залежи аквамаринов находят на всех континентах нашей планеты, но ювелирного качества образцы встречаются редко. Основным поставщиком считается Бразилия. Именно на эту страну приходится около 50% мировой добычи самородков. Бразильские камни отличаются высоким качеством, чистотой, а также цветом. Иногда здесь встречаются самоцветы сапфирового голубого цвета, и это одна из самых дорогих разновидностей аквамарина. В Южной Америке, Мозамбике и Нигерии добывают небесно-голубые минералы. В Забайкале находят зеленовато-синие и сине-голубые. На Урале встречаются самородки зеленоватых и сине-зеленых оттенков. Еще месторождения ювелирных аквамаринов зафиксированы на Мадагаскаре, Шри-Ланке, в Австралии, Пакистане и в Украине. Аквамарин – это любимец ювелиров, однако его ценят не только за прозрачность, лаконичность и голубые оттенки. Благодаря достаточно высоким показателям твердости, до 8 по шкале Мооса, минерал позволяет проводить эксперименты с формой и создавать высокохудожественные шедевры. Он идеально сочетается с платиной, белым золотом и серебром, а также со многими другими драгоценными камнями, позволяя создавать невероятные изделия. Аквамарины позволяют легко сочетать его с нарядами для любого случая, неважно, будет ли это деловая встреча, поход в театр или романтический ужин. В ресторане аквамарин всегда будет ослепительным. Во все времена аквамарин любили и почитали представители королевских семей и знати. Аквамаринами декорировали украшения и атрибуты власти.
В оружейной палате Кремля хранится уникальный скипетр польского короля Станислава, выполненный из цельного куска аквамарина длиной в 30 см. Там же хранится яйцо Фаберже под названием «Память Азова», в котором находится миниатюрная копия корабля, укрепленная на пластине из аквамарина, зеленовато-голубой цвет которого имитирует морскую воду. Необычный бразильский камень стал одним из фаворитов женской части монаршей династии. Один из наибольших ограненных аквамаринов весом 920 карат украшает корону королевы Елизаветы II. Этот комплект украшений с аквамарином, куда кроме тиары также входят колье, серьги, броши и браслеты, был подарен королеве президентом Бразилии в честь ее коронации. Елизавета II часто появлялась в этой парюре во время официальных визитов. Главной поклонницей аквамаринов среди королевских особ считается графиня Уэсская. Она регулярно носит украшения с аквамаринами. Одно из украшений с крупным аквамарином имеет интересный секрет. Из тиары оно превращается в колье. Не обошли стороной небесного цвета кристалл эзотерики и народные целители. Если верить энергопрактиканту, аквамарин обладает способностью усмирять гнев, наделяя своего владельца смелостью, рассудительностью и красноречием. Некоторые эзотерики утверждают, что аквамарин помогает распознать ложь, нейтрализует фобии, укрепляет семейные отношения и гармонизирует эмоции. До сих пор считается, что при внезапном помутнении кристалла, носящего его, ожидает неприятность или обман. Биоэнергетики говорят, что этот кристалл научит видеть суть вещей и верить в себя. Некоторые люди считают, что аквамарин работает как оберег. Он защищает от морской болезни, а также способен избавить человека от вредных привычек. Ювелирные украшения с аквамарином астрологи рекомендуют выбирать знаком водной стихии. Камень, который ассоциируется с морем, добавит жизнь рыб, раков и скорпионов в гармонию, усилит творческий потенциал. Но аквамарин обещает удачу только добрым людям. Владелец должен быть честен перед собой и окружающими. Я надеюсь, что вы узнали много нового, интересного и необычного об этом минерале. Делитесь своими мыслями и историями про аквамарин в комментариях. Мне будет интересно почитать их. А если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал. Также поставьте лайк под этим видео и поделитесь им с друзьями. С вами был Анатолий, спасибо за ваше внимание и до новых встреч.